Я вас вітаю, я Світлана, і ви опинилися в моєму маленькому, молодому, квітучому садочку під Києвом. Косила газон, там у нас такая жара, жарища. Пришла сюда в тенек. Сегодня буду заниматься, знаете чем? Буду менять своим гортензиям крупнолистным цвет с розового на синий или голубой. Расскажу вам. Хотела это видео снять позже, но будет же уже поздно. Уже у всех будут голубые гортензии, а вы не будете знать, как это сделать. Скажу сразу, что в прошлом году у меня ничего не получилось. Я взяла специальное удобрение, расскажу какое, и оно не подействовало. В этом году все буду делать совсем по-другому. Сейчас расскажу вам с помощью этого. Так, у нас соседи начали косить газон, мы по очереди, видимо. Но надеюсь, что меня будет слышно. Значит, смотрите, в прошлом году я свои гортензии, во-первых, поздно начала заниматься изменением цвета, а во-вторых, взяла удобрение, и в-третьих, какая моя ошибка, я редко это делала. Значит, мы сегодня исправляемся. Что у меня это такое? Это сульфат алюминия. Кристаллы. Я вам покажу ближе, что это такое. Для изменения цвета гортензиям нужен сульфат алюминия в кристаллах. Где я его приобрела, я говорить не буду, потому что это не реклама. Но в комментариях, если спросите, я напишу. Можно заказать вообще по интернету. Вот такой он в гранулах. Я вам ближе сейчас покажу. Смотрите. Вот в таких гранулах этот сульфат алюминия. Для изменения цвета, допустим, 1, 2 или 3 горшочков, вам вот этого пакетика, в принципе, хватит на весь сезон. Если у вас гортензий много, вам надо большее количество. Значит, как менять сейчас я расскажу. Второе скажу, когда это начинать делать. Начинать это надо делать, как только вы увидите первые маленькие зеленые соцветия. Все, с этого момента, малюсенькие они там только среди листиков появились, это надо начинать. Значит, что мы делаем? Накануне, вот вы решили, сегодня я буду заниматься, проливать этим раствором. Значит, вчера нам надо было или по листу опрыскать, или пролить хелатом железа. Это для того, чтобы подкормить уже нашу гортензию, чтобы она не хлорозила. В принципе, во второй половине лета менять цвет мы уже не будем, уже в почве будет достаточная концентрация сульфата алюминия, и поэтому нам не надо будет. И листва уже наберется. Это когда они маленькие, нам приходится поддерживать, пока они не тронутся в рост. Значит, вчера мы ее пролили, хелатом железа попрыскали, опрыскали, или, ой, мушек сколько, или пролили тоже хелатом железа. У меня хелат железа, я показывала, я большую пачку сразу купила, он такого кирпичного цвета. Концентрацию смотрите сами. Если они у вас такие зелененькие, хорошие, значит немножко. Если совсем хлорозят, больше. Обычно берется 10 грамм на 10 литров. Если нет, проблем. Появились у нас зеленые вот такие соцветия. Мы начинаем. Пролили водой, хелатом железа. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем наш сульфат алюминия в кристаллах и разводим. Как его разводить? Я это сделала немножко раньше. Вот в эту банку. Сейчас показываю вам. Дело в том, что
сульфат алюминия, сейчас я его домешиваю ложкой, разводится в теплой или даже горячей воде. Агроном в питомнике мне сказал, что надо вообще кипятком. Но я не рискнула кипятком, а сильно горячей водой. 80-75 градусов. Я уже несколько раз проливала, поэтому я знаю, что он растворится. Заливаем и потом помешиваем. Вот я сколько? Минут 7 назад его залила, и он почти весь уже растворился. Мы его помешиваем, ставим, потом доводим наш раствор. Идет целая столовая ложка на 10 литров. Я взяла половину ложки. У меня гортензий не так много. Вот это мои бесконечные лето, которые я в горшки посадила. Еще с десяток высажено по участку, но скажу сразу, что они пострадали от заморозков, но я их тоже понемножку пролью. И один большой куст маточный бесконечного лета, который совсем, я сразу внимания не обратила, он весь у меня сверху, представляете, обморозился. Ну, отрастет, и я его тоже поливаю. Это ремонтантный сорт гортензии, он отойдет. Вот это два сорта, это я вам рассказывала, купила с месяц назад, крупнолистная гортензия, Fabula Blue и Speedy Red Purple. Хотя заводчик сказал, что в принципе подкислена уже и сульфатом алюминия удобрена почва, но я ее пересадила, хотя и в кислый торф, все равно я буду сюда подливать и добавлять концентрацию сульфата алюминия. Третье. Сейчас расскажу, каким удобрением я проливала, что ничего не получилось. А сейчас третье. Как часто это надо делать? Это надо делать каждый полив. Каждый полив. Тогда она у вас будет темно-синяя, такая аж с отливом. Если у вас сульфата алюминия не так и много, то можно через раз. Раз поливаем обычной водой, раз концентрацией сульфата алюминия. Как только наши гортензии, ну это недели через 2-3, мы увидим уже цвет, виден, что поменялся, тогда можно через 2 раза, через 3, меньше уже, то есть в почве, и корни набрали концентрацию нашего раствора. Ну и сейчас скажу, что же это было за гортензия. Не гортензия, а удобрение для гортензии в прошлом году. Ну, во-первых, я редко поливала, я поливала, когда вспомню. Когда вспомню, и на сухую почву поливала. Это удобрение Яскрава. Такой белый пакетик, и на нем написано голубым. Написано Яскрава. Вот я скриншот прилагаю. Это не значит, что он не работает. Просто надо было его, наверное, больше. И там помимо сульфата алюминия, хотя я состав смотрела, я не могла найти состав, что там именно сульфат алюминия. Там комплекс всякого разного. И, видимо, его надо было концентрацию больше, поливать чаще. Но если переложить на деньги и на количество, получится, что его надо было вагон и маленькую тележку того удобрения, чтобы поменяла моя гортензия цвет. В итоге в этом году я весной, когда покупала рододендроны, хвойные свои в том питомнике, спросила, есть ли у них сульфат алюминия. Бабочки летают. Есть. Оказалось, что есть. Я не знаю, хватит мне этого на весь сезон или не хватит. Думаю, надо заехать еще, спросить, купить пакетик. И буду проливать. В этом году я вообще упор хочу на крупнолистные гортензии сделать. Что-то мне понравилось. И если все получится, мы с вами будем любоваться шикарными синими гортензиями. Я сейчас пролью эти. Вот это мы поразаводили. Сейчас я долью в ведро, где у меня 5 литров воды стоит уже. И полностью, он, видите, уже растворился. И мы пойдем проливать наши гортензии. Вот так прямо из леечки. И проливаем под корень. На листья
лить его не надо. Сколько? Где-то пол-литра, я думаю, хватит на вот такой горшочек. На такой горшочек пол-литра. На более крупный куст литр, полтора. Смотрите, какой у вас размер куста. В принципе, вот и все. Никаких хитростей, никаких сложностей. Соблюдайте только регулярность, не пропускайте полив. Хелатом железа, смотрите, можно раз через раз. Все, задавайте свои вопросы. Всего хорошего. А я побежала сейчас все те маленькие кустики полью. И уже будет не так жарко. Пойду косить газон. У нас пионы уже расцвели. Скоро покажу вам.